Книга пророчеств Даниила на первый взгляд кажется не менее запутанной, чем Откровение Иоанна Богослова. На самом деле перед нами открывается достаточно простая система, по которой строится история мира. Все канонические предсказания библейских пророков вписаны в данную систему. Что же это такое? Речь идет об аспектах духовного устройства мироздания на уровне высших ангельских сил, посредством которых творение приводится из небытия в бытие. Мир существует вне времени и пространства, в особом целостном состоянии, в котором прошлое, настоящее и будущее собрано в единый массив. На данном уровне все второстепенное отсеивается, и из многовековых эпох вычленяется самое главное, то, что составляет духовную суть времени. Далее главное облекается в подходящий символьный образ, и в результате получаются разного рода фантастические существа. Если всех животных из библейских откровений собрать вместе, то получится самый диковинный зоопарк в мире. На самом деле, для человека, посвященного в сакральные знания, все эти зверушки представляют необыкновенную ценность, потому что животные действительно принадлежат одному зоопарку, и вся их символьная атрибутика происходит из единой семантической системы. И если у нас есть ключ от нее, то для нас открываются врата грядущего. Данные пророческие книги имеют ярко выраженную специфическую направленность. Апокалипсис преимущественно описывает устройство мироздания, систему духовных сил, лежащих в его основе. Апокалипсис – это целостное описание творения, показанное с его внешней стороны. Книга пророка Даниила специализируется на внутреннем содержании, на истории и событиях, происходящих внутри мироздания. То есть речь идет о разделении на форму и содержание. Данная система своими корнями произрастает из догмата о Пресвятой Троице, где Бог Отец как бы сначала разделяется на форму, сущность и содержание жизни, а потом собирается обратно в целое. Бытие мира строится по аналогичной системе, и откровение своим пророкам Господь дает таким образом, что все предсказания вписываются в данную свято-троическую структуру. И то, что ранее казалось разрозненным и несвязанным, к концу истории собирается в целое. Пророчества Даниила являются единым массивом с разных ракурсов, рассматривающих одну и ту же картину эсхатологического времени. Описываемые события относятся одновременно к эпохам 5, 6 и 7 дней, поэтому рассматривать их необходимо прежде всего в единовременном массиве и уже потом в линейной последовательности. Пророк Даниил излагает 4 основных видения. Все они являются специфическими точками зрения на один и тот же предмет. Все полученные откровения изначально также строятся по свято-троической системе и разделены на форму содержания. Во второй главе в образе истукана показан сам предмет исследования. Этим предметом является власть. Вся история человечества – это бесконечная битва за власть. Есть два диаметрально противоположных проекта – проект Бога и проект дьявола. Каждый стремится вобрать в себя как можно большее число людей и установить во всей Вселенной свою систему правления.
В конечном итоге во всем творении будет установлена единая власть Бога. В данном откровении раскрывается вопрос сущности власти. Подробно мы его рассмотрим в отдельном выпуске. Следующее видение описывается в 7 главе. Здесь перед взором тайновидца предстоят 4 больших зверя, выходящих из моря. И если в предыдущем видении речь шла о внешней форме власти, путях ее исторического развития, то теперь идет описание внутреннего устройства глобальных царств эсхатологического периода. Здесь показаны и православная цивилизация, и мировые войны, и матрица нового мирового порядка, тот холодильник, в котором мы до сих пор сидим, и крушение Вавилонской блудницы, и постапокалиптический мир, и многое прочее, что мы также рассмотрим в отдельном выпуске. Видение 8 и 11 глав относятся преимущественно к эпохе 6-7 дня. Здесь описывается бурная история предстоящих событий. Именно поэтому для массового сознания они становятся доступными именно сейчас. Эпоху характеризуют 2 основных момента. Во-первых, особое состояние времени, когда вся история человечества соберется в единый массив. А во-вторых, особое состояние пространства, когда предстоящие события будут развиваться в масштабе всей исторической вселенной. Дело в том, что Господь создал вселенную в неразделенном формате. То, что сейчас видимый мир отрезан от невидимого, является глубоко противоестественным состоянием бытия. И несмотря на то, что к данному порядку все привыкли, в 6-й день, в день гнева Агнца, произойдут величайшие потрясения всей Вселенной. И обусловлены они естественно-историческим ходом развития. Когда земной мир дорастет до небесного, то и произойдет объединение всей исторической вселенной в единое целое. И в результате с нашим видимым миром соединится не только невидимая небесная церковь, не только горний Сион войдет в земной мир, но также и области ада, области преисподней также ввалятся в нашу земную реальность. Царствие небесное, о котором молили столько веков, в конце концов явится. И мало не покажется. Для одних оно придет в форме 7 чаш святости, 7 чаш блаженств, изливаемых с высоты горнего Сиона. А для других все будет наоборот. Для других новый мир превратится в кошмар, описываемый в Апокалипсисе в образе 7 чаш гнева, изливаемых на грешников. И, в общем, будет весело и страшно. Поэтому видение из 8 и 11 глав характеризует целостность. Здесь мы видим 2 готовых цивилизационных проекта во всей своей боевой мощи. Перед нами раскрывается история противостояния 2 вселенских царств. И информация здесь преподносится все в том же свято-троическом формате. Предмет исследования рассматривается с 2 точек зрения, со стороны его формы и со стороны его содержания. Через образ противостояния Овна с Козлом показана внутридуховная борьба 2 цивилизационных проектов. Через образ противостояния Южного царства с царством Северным показана геополитическая борьба во внешней вселенной. Война Овна с Козлом разворачивается по горизонтали. Это противостояние
Востока с Западом. Противостояние царей, идущих от восхода солнечного, то есть от Востока, с технократической цивилизацией каинитов, приходящей с Запада. Война же южного царя с северным разворачивается, соответственно, по вертикали. Ну, а в целом получается необыкновенно динамичная эпоха, наполненная величайшими потрясениями, великими чудесами и различными очень интересными подробностями, о которых мы расскажем в следующий раз.